Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп неделя с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И мы выполним этот прогноз на двух колодах. Это будет колода золоченого таро с иллюстрациями Чиро Маркетти и карты Ленорман. Это не оракул. Но вот я их очень люблю за то, что они как оракул. Они настолько вот как-то умеют подметить суть вопроса и каждый раз дают какую-то подсказку, которая ускользает от моего внимания. И поэтому я решила использовать, и я думаю, кому-то из вас тоже, может быть, это пригодится. Ну, давайте сначала мы посмотрим традиционно наши вопросы зададим на неделю. Энергетику на неделю узнаем. Вы люди очень интуитивные, и я думаю, что какие-то подсказки для вас будут. Первая карта. Что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности возможные? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергетику, что у нас по финансам и как видят карты личную жизнь. Что важно знать? 15-й аркан. Угу. Ну, наверное, две позиции основные: любовь, страсть и деньги. И каким-то образом эти сферы могут в Гордиев узел и переплестись, мои дорогие. Вполне вероятно. Есть в любом случае какое-то наше желаемое желание, точнее, которое мы очень хотим осуществить. Это, знаете, энергетика, когда, ну вот, знаете, была не была. Или я должен, или должна добиться того, что поставила себе в план. Но надо сказать, что вы вообще люди умеете быть хладнокровными. Ну, может быть, планетарные события. Кстати, у меня есть расклады с гороскопом одновременно. События до конца июля для всех знаков зодиака. Вы можете перейти, найти у меня на канале и посмотреть. Я обрисовываю, какие энергии сейчас находятся, планетарные события. И правда, вот эта неделя как раз, когда многое может разворачиваться. Приток какой-то одержимой энергии, когда мы, правда, хотим какое-то дело, чтобы у нас получилось. Но здравомыслие, хладнокровие, все-таки оно должно восторжествовать, какая-то гармония и эмоциональный баланс. Или это вот ваше какое-то желание, ваша личная история, которая, ну, заставляет думать 24 часа в сутки о любимом человеке. Ну, так тоже бывает. И вообще это здорово, наверное, правда? Ну, хорошо, идем дальше. Чего не избежать? Тройка жезлов. Вдохновения не избежать, в новых каких-то берегов, поездок, может быть. И знаете, здесь может, конечно, с учетом 15-го аркана по-разному складываться обстановка, но мы открыты всему новому, чего не избежать. Это, вы знаете, никогда не будет теперь уже, наверное, как было прежде. Вы словно какой-то пороговый этап перешли или переходите, может быть, на этой неделе. И для вас, как у кого-то новые сферы бизнеса или какой-то, может быть, с обновлением ваш прежний бизнес, но есть варианты как сотрудничество, расширение, или, может быть, вы уже занимались тем, что вы хотели что-то сделать, да, вот именно в самореализации, но были какие-то препоны, а здесь вот как будто возможности вы уже видите. Уже 5 минут до старта называется эта карта, и практически вы уже в предвкушении. И правда, и возможность заработать денег, и много чего тут можно сделать. Или для кого-то из вас просто сам по себе переезд, но какая-то информация к нам тоже приходит, и мы понимаем, что да, кое железо пока горячо. Это всегда возможности, есть наш внутренний какой-то посыл, инсайт, желание, вдохновение, и словно пространство-то нам помогает. Вот чего мы не избежим, какой-то подготовки к поездке, или подготовки к новому делу, или какая-то наша реализация в каком-то вопросе абсолютно точно состоится. Здорово. По деньгам так точно что-то может состояться, я бы сказала так.
Чему сейчас не время или что нам может помешать? Вообще ваша карта, король кубков. Ну, здесь нам ничего не должно мешать. Разве что какие-то эмоции, с учетом, опять же, 15-го аркана. Они нас могут захватить. И здесь ведь тоже по королю кубков проигрываются два момента. Отношения и деньги. И вот это про 15-й аркан. Просто все на каких-то, знаете, может быть, повышенных энергиях. Какая-то ситуация может быть и вокруг вас, обстоятельства на грани фола, какого-то риска, понимаете, но рисковать-то собой не нужно, значит, просчитать следует от начала до конца. На его величество, счастливый случай мы не надеемся и по 15-му аркану. Он нам будет помогать строить наше благополучие, потому что отвечает 15-й аркан за наше благополучие, за материализацию нашей мечты, когда мы ее воплощаем в жизнь. Но если чувствует дьявол, что мы уже словно у него на крючке, то он начинает свою игру. Вот так и мы не должны в чем-то просчитаться. Хладнокровие, выдержка, умение видеть по факту, ну и где-то не впадать в эмоции не со знаком плюс, когда вот так чересчур, так и со знаком минус. И явных каких-то помех нет, есть только ваши планы. Видимо, методы только нужно отрегулировать, чтобы не создавать какой-то своей горячностью, поспешностью, или мы куда-то поторопились, или мы словно нас захватила какая-то идея, мы не успели ее додумать, не успели просчитать, и в этом мы можем словно попасться кому-то на крючок. Вот на крючок мы не должны попадаться, и мы не должны, самое главное, находиться в какой-то зависимой ситуации. А может быть, уже эта ситуация сложилась, и вы будете думать, как решить, чтобы выйти из нее. Что нам помогает? Шестерка пентаклей. Деньги будут. Деньги и помогают. Деньги вы как будто зарабатываете, и вторично деньги приходят вам на помощь. Вообще прогресс по деньгам определенно есть. Но вот у нас, кстати, на этой карте золоченого Таро, шестерка пентаклей, нам персонаж изображен словно маг. Он очень интересно пентаклями словно жонглирует. Он их и взвешивает, это весы. Причем очень интересна материализация проекта, как бы изображена. Обратите внимание, весы в виде геральдической лилии, флёр-де-лис. И вот они опускаются, и вместе с чашами весов лежат вот эти пентакли, остальные как будто парят в воздухе, руки, да, протягиваются, по этой карте мы денег не даем. Нам это, кстати, помогает. Подразумевается, что нам дают деньги, но вот мы деньги нет, мы можем дать только совет. Я не шучу, это правда, тут как будто один пентакль к другому и в целом умножают друг друга. Есть такое значение. И вы выступаете как маг, как будто вы точно знаете, каким образом можно заработать деньги. Но маг подразумевается, что холодные энергии, и вы должны все контролировать. Иначе в любой момент что-то может пойти не так. Помните, как будто есть, может быть, тот проект, к которому вы долго шли, и словно, кстати, пространство, Вселенная вам будет помогать. Но если мы где-то переусердствуем, то тогда какую-то ситуацию мы не сможем контролировать, а вы должны контролировать, вот как на этой чаше весов должно быть постоянное равновесие, как и в нашем деле, так и в нашей душе, я имею в виду какую-то эмоциональную стабильность. Может быть, ситуация так сложится, когда, ну, захочется сказать что-то, и как раз вот вся эта энергетика планетарная, она способствует к тому, чтобы мы, ну, где-то даже в разнос могли пойти. Или не сдержаться в какой-то момент, и мы можем себе навредить. Вот это тоже примите во внимание. Есть какая-то материальность или материализм, и он нам еще и помогает. Ну и, наверное, когда мы не хотим рисковать, как и деньгами, так и собой, и нам это тоже будет помогать. Дела, работа, бизнес. Опять про деньги. Девятка пентаклей. Когда я доволен тем, что у меня есть. Посмотрите, 9 пентаклей и прекрасный райский сад. И девушка, которая нам изображена с цветами, она держит птицу, ну, наверное, скорее всего,
где-то олицетворение сокола или, может быть, ястреба, которые использовались для охоты, потому что у нее одета перчатка. Поэтому как будто она собралась сохранить все то, что она имеет, или преувеличить. Вообще любой денежный вопрос будет решаться положительно, но я все-таки, у нас началось с 15-го аркана, поэтому где-то эмоциональный контроль. Дважды деньги, трижды деньги, можно сказать и так. И что же нам на деньги? А здесь у нас 5 мечей. Вот так. Был какой-то конфликт, может быть, из-за денег, или прежняя какая-то история у вас была со знаком минус, может быть, вас кто-то по деньгам подвел, и это не новость. По 5 мечей это то событие, которое уже было, произошло, но осадок у нас остался. И вот теперь это карта воина в душе, когда мы должны очень хладнокровно что-то просчитать. Мы не должны попасться на чей-то крючок, мы уже об этом говорили, но мы не должны словно обновить какой-то конфликт. По этой карте мы никому ничего не доказываем. У нас как будто, в принципе, сильная позиция, но она сильна еще и в том, если мы где-то сохраняем собственные принципы и не идем на пути эмоций. С одной стороны, в угоду кому-то не наступаем на горло собственной песни, а с другой стороны, не жертвуем добрым именем, добрым отношением к себе, своими идеями в угоду доброму отношению кого-то к нам. То есть вот есть такие моменты, и, знаете, конфликта как бы его и нет, нам и на карте он не показан. Нам именно показывают какую-то прошлую историю, и значит, мы ее не должны обновить. Значит, мы где-то не должны себя подвергнуть риску в первую очередь, и у нас, в общем-то, все с этого начинается. Хотя деньги нам сказали есть и будут, и даже, я бы сказала, деньги в рост. Личная жизнь, Луна. Если это идет речь о наших любимых, о нашем доме, да и вообще по Луне, это то место, где мы можем чувствовать себя в безопасности. Это то место нашего комфорта, нашей силы, где нам просто хорошо, где наши люди, которые нас любят и искренне к нам относятся, нас готовы поддержать. То есть для людей семейных, если у вас сейчас в паре все хорошо, оно где-то и будет вот таким местом удивительным, где вы будете восстанавливать силы. Но любая карта имеет двоякое значение, и Луна у нас еще имеет и значение неопределенность какая-то, потому что по Луне что-то не видно, хотя для вас, мои дорогие, это ваша планета-управитель. И может она говорить о том, что благодаря своей интуиции ты предвидишь какие-то острые моменты, моменты какие-то спорные, мутные, куда тебе не стоит даже пытаться пробовать что-то или ходить в том направлении. Ты можешь предвидеть, как люди себя будут вести. То есть интуиция – это твой лучший друг, союзник и помощник. Вот так тоже может проиграться. По этой карте мы должны избегать, хоть нам он выпало на личную жизнь, но посмотрите, у нас 15-го аркана начинается, заканчивается Луной. Мы не должны идти где-то на поводу, знаете, когда кто-то нас, допустим, куда-то позвал, и мы, не успели додумать в плане, а нужно ли нам в этом направлении двигаться или нет. Наверное, помните, что вот почему-то в течение этой недели вы должны себя все время сохранять все-таки. Я имею в виду, что, знаете, какую-то оплошность мы можем совершить. По Луне это проигрывается. И первое, это оплошность, которая может быть, к примеру, если мы окажемся среди большого скопления людей, и мы не контролируем ситуацию, когда, вот есть такое выражение, меня несет толпа, вот такого быть не должно. Иначе, правда, тут может что-то пойти в кривь и в кость. С другой стороны, это по Луне мы должны избегать, знаете, вот какой-то самоуверенности, особенно с учетом 15-го аркана. По Луне ведь все равно что-то непонятно. И когда выглянет солнце, нам говорит карта, ты увидишь какую-то реальность по-другому совершенно. Поэтому поспешность действий нам тоже вредит. И в плане ошибиться, это не то, что какая-то глобальная ошибка, но как будто оступиться мы точно можем. Поэтому себя дважды сохраняем. Еще какие-то 1000 неопределенностей. И
в хорошем смысле нам помогает наша интуиция. И точно, когда нет какой-то горячности. И по пятерке-то мечей воин в душе, это, знаете, абсолютное хладнокровие. Когда мне могут говорить да все что угодно. Демонстрировать тоже все что угодно. Но я знаю, вот определенная правда, вот она именно такая. И меня с моих позиций не сдвинет никто. Вот это будет тоже важно. И умение вот так хладнокровно оценивать обстановку вокруг вас, это тоже важно. И что говорят люди? Они могут говорить все, что угодно, но вот какая-то суть вопроса или есть какая-то истина, и она превыше всего. Давайте мы на картах Ленорман, вот интересно, настолько противоречивые карты, мы спросим, что для вас будет важно. Не просто вот как по этому аркану, что важно знать, а вот лично для вас, на что обратить внимание. Может быть, вот как повелит, какое-то зазеркалье, то, что от нас может ускользать. Карта книги. Прекрасная карта, которая, кстати, тоже отчасти иногда говорит о деньгах, которые мы скоро получим. Или известие о деньгах. Или мы можем еще и учиться, безусловно. Какой-то вопрос мы должны изучить. И очень интересно, что книга нам в этой колоде Ленорман представлена как будто крест тамплиеров, да, и есть какая-то правда, есть какие-то и тайные знания, не без этого. Что-то мы должны как будто изучить или детально, может быть, рассмотреть, прежде чем принимать какое-то решение. По карте книга есть такой еще момент, что и есть тайна какая-то, от нас что-то могут скрывать. И мы говорили с вами, что по карте Луна тут действительно пока еще обстановка не проясненная какая-то. Наперед, может быть, не проговориться о ваших далеко идущих планах или намерениях. И нам будет вообще, в принципе, помогать где-то больше молчания. Карта еще может и говорить о том, что, знаете, на неделе какая-то вскрыться сама по себе тайна или какой-то секрет вы можете тоже как будто узнать. В целом, я бы сказала, карта нас именно приглашает к размышлению. Все то, что мы уже где-то с вами проговорили, и, видимо, есть к тому предпосылки. Мы можем пока еще не видеть какую-то ситуацию. Или будут какие-то в дальнейшем перемены, нам ведь об этом тоже сказали. Девятка Пентаклей предполагает, что мы деньги не тратим, будут перемены. Да и по карте Луна нам ведь тоже сказали, что выглянет солнце. Вот какая-то эта неделя может свидетельствовать о ситуациях, обстановках, которые будут меняться. Буквально, может быть, через неделю уже что-то прояснится или обстоятельства изменятся. И этот момент надо учитывать перед тем, как мы что-то хотим осуществить. Ну, с далекими перспективами, так это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.